Viva. I think I'm even a little bit lower. I've never spoken with a translator before. Я раньше, мне не приходилось говорить через переводчика. So this is tag teaming it, right? Так что это, High five. да, это командная работа сейчас будет. My name is Jewel, and I live with my husband outside of Seattle. Меня зовут Джул, я и мой муж, мы живем в пригороде Сиэтла. With our 4 children. И у нас 4 детей. Yes. I grew up in a Christian home. Я тоже вырастала в христианской семье. With my parents and 5 older sisters. Вместе со своими родителями у меня еще есть 5 старших сестер. Yes, my mother is a hero. Да, моя мать героиня, можно сказать. I asked Jesus to come into my life when I was 10 years old. Я попросила, чтобы Иисус стал частью моей жизни, пригласил его в свое сердце, когда мне было 10 лет. To be my personal savior. И он стал моим личным спасителем. And as many Christians experience, и как многие христиане наверняка переживали в жизни, I have had some hard times and some struggles. У меня были свои трудности и свои переживания. When I couldn't see Jesus in the midst of those struggles. Когда я не видела, где же в моих трудностях работа Иисуса. And I've had beautiful, sweet times where I can clearly see God. И у меня были другие моменты в жизни, когда я видела руку Божию, как Он трудится в моей жизни. As He's at work within me and around me. Работает в моей жизни и как Он работает в людях вокруг меня. I'd like to share with you this morning. Я хочу с вами сегодня поделиться about a short bus ride that I took just 2 days ago in St. Petersburg. Одной историей. Это история короткой поездки в автобусе, которая со мной произошла буквально 2 дня тому назад в Петербурге. It was an emotional thrill ride with an extreme high and an extreme low, all within 20 minutes. Это была такая эмоциональная горка, да, с своим пиком по высоте и своим глубочайшим падением. И все это в течение 20 минут всего лишь по времени. We entered onto a very crowded bus in the middle of the city. Мы сели в переполненный автобус в центре города где-то. And at the last second, as the doors were closing, и в последний момент, когда двери уже закрывались, 5 men jumped on the bus. 5 мужчин заталкиваются в автобус. And began pushing and shoving us aggressively. И начинают нас проталкивать вглубь автобуса. Да. We instantly knew they had intentions to rob us. Мы тут же поняли, что у этих людей намерение есть нас очистить наши карманы. Now this type of thing happens in the U.S. big cities as well. В крупных городах Америки с таким тоже иногда сталкиваешься, так что мы знакомы с этим. And as they pushed and shoved us, they were trying to distract us so that they could take our things. И вот нас заталкивают, толкаются, создают искусственную такую толкучку в дверях для того, чтобы отвлечь нас и для того, чтобы почистить наши карманы. We held on to our bags and our backpacks very tightly. Изо всех сил пытаемся следить за своими сумками, за своими рюкзаками. And we watched the men carefully as they continued to push and shove. И смотрим за действием этих мужчин. Они продолжают нас толкать, продолжают теснить нас и проталкивать вглубь автобуса. Within 5 minutes or so, the bus came to a stop. Через минут 5 автобус останавливается. The men pushed and shoved their way to the exit. Эти мужчины, эта группа людей, проталкиваются обратно к выходу. And off they went. И все выходят. As the doors of the bus closed. И как только двери закрылись в автобусе, one of my friends, with panic on his face, said, "They got my wallet." Один из моих друзей с паническим выражением лица говорит: мой кошелек пропал. I was angry. И я просто не себя от злости. My friends were angry. Мои все друзья просто взбешенные в этот момент. There was a seat on the bus that became available, so I sat down in disbelief and anger at what had just happened to my friend. И я просто в этом эмоциональном состоянии злости, рассерженности
заметила, что есть место в автобусе, освободилось, я села и не могу себя собрать в кучу. Within a minute or so, a young girl had gotten on the bus. Через буквально минуту на следующей остановке молодая девушка заходит в автобус. The same stop where the 5 men had escaped was the same stop where this young girl got on. Вот, в принципе, эта группа мужчин, она вышла из автобуса, и на той же самой остановке эта девушка села. I motioned for her to sit down in a chair across from me. Я показала ей, что освободилось место вот прямо напротив меня, пригласила ее присесть. And she sat down and said, "Thank you." Она присела, сказала спасибо. I was surprised to hear thank you and not спасибо. И да, я как раз удивилась, что она сказала на английском thank you, а не спасибо на русском. So I said, "Do you speak English?" И я с ней заговорила, спросила, вы говорите по-английски? And that was the beginning of a very brief but very sweet friendship. И это завязалось такой вот очень короткий, но очень хороший, интересный разговор, дружественный. A friendship that only lasted 15 minutes. Буквально 15 минут мы всего лишь говорили. With great excitement, this young girl told me about her family. Эта девушка такая вот эмоционально взволнованная и радостно мне рассказывала о своей семье. About how she goes to the university in St. Petersburg. Она рассказывала о том, что учится в Петербурге в университете. She shared with me her plans of what she wanted to study and what she wanted to become. Она рассказала мне о своих планах на будущее, о том, где она хочет учиться, что она хочет учить и кем она хочет стать. She was so full of life. Она просто настолько как бы была преисполнена жизнью такой, живостью. She asked me about me with great curiosity. Она расспрашивала обо мне, о моей ситуации с очень большой заинтересованностью. Asking about what my life was like in the U.S. Она спросила меня, как мне живется в Америке, на что похожа моя повседневная жизнь. And with wide eyes, she said, "I've always dreamed of going to America." И с такими вот широко раскрытыми глазами она сказала, вы знаете, я всегда мечтала попасть в Америку. We smiled, we laughed. Мы вот буквально за это короткое время мы посмеялись, мы улыбались друг другу. We shared stories with each other. Мы успели рассказать свои истории друг другу. And it ended with a quick photo taken of the two of us together. И в конце концов мы вдвоем сфотографировались на памятный телефон. A big hug. Обнялись. And a wave through the bus window. И она вышла на остановке, и я помахала ей на прощание. As the bus pulled away. В то время как автобус уехал. Wow. Do you have a word for that? Вау. Ух ты. Это здорово. From the depths of such ugly anger. Из глубин такой вот отвратительной злости и разочарования. To beautiful joy. До вершин радости и наслаждения общением. All within a short 20-minute bus За ride. каких-то коротких 15-20 минут в автобусе. In the Bible, in John 10:10, В Библии, в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стих, Jesus says this. Иисус говорит следующее. The thief comes only to steal and kill and destroy. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. But Jesus says, I have come that they may have life and have it to the full. Но Иисус говорит, но я же пришел для того, чтобы дать жизнь и дать с избытком. The experience of that bus ride Вот этот опыт, вот коротенький опыт этой поездки в автобусе, made me think of this verse. просто заставил меня вспомнить этот стих. It is so true that Satan tries to distract us. В действительности справедливым по сей день является то, что сатана пытается нас отвлечь. Just as those thieves on that bus. Как и вот эти воры, которые очистили там наши карманы, да, в автобусе. In order that he, Satan, may rob us of our joy found in Jesus. Сатана пытается делать то же самое. Он пытается нас отвлечь для того, чтобы украсть нашу радость в Иисусе.
He wants to steal our hope Он хочет лишить нас надежды and kill our love for those around us. и убить у нас любовь к окружающим. This is what Satan would want. Именно этого добивается сатана. But Однако in Jesus, в Иисусе, when we keep our eyes on Him, когда мы сосредоточены на Нем, He doesn't steal. Иисус не ворует у нас. Instead, He gives joy. Вместо этого Он наполняет нас радостью. He shares His hope. Он дает нам свою надежду. And He breathes life and love into our hearts Вдыхаем в наши сердца любовь и жизнь, so that we can pour it out on those people around us. чтобы мы могли изливать это на людей, которые нас окружают. Just as He did for me with my new friend on the bus. Это точно так, как Он совершил вот в моей истории, когда мне дал нового друга там, прямо там в автобусе. I believe God allowed me to meet that little girl. Я убеждена, что Бог послал мне вот эту встречу с молодой девушкой. And I will continue to pray as I go back to America И я буду продолжать о ней молиться, даже когда вернусь в Америку. that she will one day find our Jesus. Молиться о том, что однажды она нашла Иисуса. And not just her. Чтобы не только она его нашла. I have been praying for those 5 robbers. Я молилась также и о тех 5 мужчинах. Because they need Jesus too. Потому что им тоже нужен Иисус. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. But Jesus comes to give us life. Но Иисус приходит для того, чтобы дать нам жизнь. And life to the full. Жизнь с избытком. Let's keep our eyes on Him. Давайте не спускать с Него взгляду и держать Его перед собой. Amen. Спасибо.